Всем привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня хотим показать вам процесс создания вот такого чудесного тортика. Покажем все этапы лепки мишки, воздушного шара и других элементов. Расскажем, как и на какой крем мы крепим мастичный декор и каким образом считаем вес торта с тяжелыми мастичными фигурками для клиента. А пока подписывайтесь на наш канал, поставьте лайк, а мы начинаем. Лепить мы будем из сахарной ванильной мастики. Это самая обычная мастика, из которой могут получиться несложные и примитивные фигурки. При лепке более трудоемких фигур, к примеру, как лицо или тело человека, мы используем только шоколадную мастику принцесса. Но так как мишка это простая фигурка, лепим ее из сахарной недорогой мастики. Герои корзины будут коричневого цвета. Берем небольшой кусок мастики, немного разминаем его и закрашиваем мы всегда обычными гелевыми красителями. Нам нравится марка Топ-продукт. Делаем это обязательно в перчатках, так как отмыть руки потом от красителя будет очень тяжело. Добавляем коричневый цвет и начинаем хорошо вымешивать. При работе с обычной мастикой обязательно очень хорошо ее размять, чтобы она стала максимально мягкой. Недостаточно вымешанная мастика будет иметь некрасивые заломы и шероховатости. У нас уже все готово. Начнем с лепки корзины. Для этого нужно слепить идентичные веревочки. Так как сделать это вручную практически нереально, существует вот такой инструмент. Это экструдер для мастики. Очень полезная вещь, и мы считаем, что она должна быть у каждого кондитера. С его помощью можно создать идентичные элементы по форме вкладышей, которые имеются в комплекте. Сначала мы взяли вот такую насадку, и в итоге получился толстоватый элемент, поэтому решили переделать. Берем насадку, с помощью которой выйдет сразу несколько колбасок потоньше, кладем внутрь мастику, закручиваем крепление и начинаем крутить рукоятку. Внутри создается пресс, и из отверстия выходят нужные нам формы элементы. Теперь берем два из них и начинаем скручивать в спираль. Для того, чтобы корзину было лепить удобнее, для возвышенности взяли пенопласт и вот такое маленькое кольцо, по окружности которого будем выкладывать жгутики. Обкручиваем кольцо готовым элементом, а поверхность стыка двух жгутов немного покрываем водой, для того, чтобы образовался липкий слой, а верхний элемент прилип и надежно зафиксировался. Таким образом формируем всю корзину. Та мастика, которая не используется в момент лепки других элементов, должна быть обязательно плотно укрыта в пакет. При доступе кислорода мастика быстро покрывается корочкой, и слепить потом что-то из нее будет сложно. Вот что получилось. Отставляем корзину в сторону для подсыхания, а пока будем заниматься мишкой. Достаточно много мастики ушло на корзину, и на медведя остатков будет маловато, поэтому к этому количеству добавляем еще белой мастики и опять разминаем, хорошо смешивая цвета. Краситель уже не добавляем, пусть мишка получится немного светлее корзины. Теперь формируем тело. Проверяем, чтобы по размеру мишка подходил к корзине. Для того, чтобы удобно было лепить следующие элементы, при помощи шпажки закрепим тело к пенопласту. Фигурка съезжать никуда не будет, и лепить будет проще. Вставляем шпажку в пенопласт, сверху насаживаем тело и оставляем немного шпажки сверху, чтобы на нее потом закрепилась голова. Теперь телу нужно придать пушистость. Для этого можно взять любой острый инструмент и вот таким образом создавать шерсть. Но делать это одним острием долго, поэтому мы взяли флористическую проволоку, сложили ее в несколько раз, и получилась вот такая щеточка, с помощью которой быстро сформировалась нужная нам текстура. Далее будем делать голову. Скатали шар и теперь придаем ему форму головы мишки. Поверхность тела немного смажем водой, чтобы образовался липкий слой и два элемента между собой хорошо склеились. Насаживаем сверху на шпажку голову, и пока еще не высохла мастика, точно таким же образом берем проволоку и создаем мохнатость. Далее нужно приклеить ушки. Из той же мастики делаем идентичные шарики. В голове медведя нужно прорезать отверстие, немного расширить его, куда будем вкладывать ушко. Начинаем формировать первый элемент и просто вставляем его внутрь отверстия. То же самое делаем со вторым ушком. И точно так же сейчас придаем пушистость.
Далее вот таким круглым инструментом сделаем углубление. Теперь гибким инструментом создаем полосу на теле, как у мишки Тедди. Сейчас сформируем мордочку. Нужно сделать ее немного светлее, чем основной цвет нашего героя, поэтому добавим немного светлой мастики к небольшому элементу. Вымешиваем, и получится более светлый оттенок. Формируем немного приплюснутый элемент. Поверхность чуток можно смазать кистью, смоченной в воду, и приклеиваем мордочку, которая совсем немного должна выступать. При лепке очень удобно использовать силиконовые кисточки, с помощью которых можно подравнивать края фигурки. Для глаз и носика делаем углубление. А теперь нужно из небольшого кусочка мастики сформировать нос медведя и приклеить к углублению. Формируем удивляющийся рот и далее будем делать глазки. Нужно скатать маленькие бусинки, которые вставим в углубление. Если у вас есть готовая черная мастика, глазки можно сделать из нее. У нас нету, поэтому мы делаем в коричневом цвете, а потом окрасим кистью. Точно так же из маленьких кусочков мастики приклеили миниатюрные бровки и элементы для ушей. Теперь потребуется сухой краситель. У нас ярко-розовый, которым при помощи сухой кисти делаем румянец. Гелевым коричневым красителем окрашиваем нос, а при помощи обычного черного красителя создаем цвет глазкам и бровям мишки. Если бы мы использовали мастику на основе шоколада, то окрасить части мишки можно было бы только жирорастворимыми красителями. Также прокрашиваем и другие элементы, придаем тени, и вот что получилось. А лапки будем лепить тогда, когда медведь будет сидеть уже в корзине, поэтому оставляем пока в сторонку, а сейчас, пока корзина полностью еще не высохла, попытаемся извлечь ее из металлического кольца. Сделать это оказалось не очень легко. За счет липкого слоя от воды мастика начала прилипать к металлической форме, а за счет того, что мастика еще не до конца высохла, сама корзина немного деформировалась во время снятия кольца. Нужно было внутрь сделать какое-то основание из шоколада или мастики, чтобы придать жесткость. Чтобы не рисковать и избежать проблем развалившейся корзины во время транспортировки, все-таки решили переделать ее. Будем использовать остатки мастики от медведя и от корзины. Смешали их и теперь делаем таким же образом веревочки, скручивая их в спираль. Для крепкой конструкции внутрь теперь будем использовать пласт мастики. Раскатываем и вырезаем прямоугольную форму. Формируем из нее кольцо, и вот такое основание для жгутиков готово. Обкручиваем готовыми жгутиками, и теперь для липкого слоя будем использовать водку. Она быстро испаряется и не создает такой сильной липкости, как вода. Корзина готова, и теперь мы ее будем окрашивать при помощи коричневого красителя, разведенного водкой. После чего вставляем внутрь медведя и теперь сформируем для него лапки, которые точно так же нужно сделать пушистыми. Мягкой кистью придаем углубление на подушечках лап. Мишка будет лететь на воздушном шаре, поэтому при помощи силиконовой сферы из шоколада сделали вот такой шар. Но в процессе уже поняли, что он по размеру будет маловат, а большего размера форм у нас нет, поэтому теперь нужно придумать что-то другое. Решили взять маленький шарик, установили его на основании и теперь сверху обливаем затемперированным шоколадом, либо качественной шоколадной глазурью. У нас сейчас глазурь, залили первый слой, поставили в холодильник для застывания, а после чего заливаем вторым слоем глазури и также ставим в холодильник для застывания. Теперь нам нужно его обтянуть мастикой, но будем это делать не полностью в один цвет, а для этого из бумаги можно вырезать трафарет, по контуру которого и будем вырезать из мастики нужный нам элемент. Смазываем поверхность водкой и приклеиваем к шару. Делаем второй такой же элемент и приклеиваем к противоположной стороне. Таким же образом приклеим белые элементы, которые нужно вырезать при помощи трафарета. Пустоты, которые остаются между цветами, мы позже задекорируем, поэтому не обращаем на них внимания. Все лишнее обрезаем при помощи скальпеля. Шарик, который остался внутри, нужно лопнуть и извлечь его. Но это оказалось задачей не из легких, и пришлось пинцетом кусочек за кусочком извлекать приклеившийся шарик. Далее была самая сложная задача – это как закрепить шпажки к воздушному элементу. Решено использовать 3 шпажки, вставляем их внутрь корзины, сверху насаживаем шар и отмечаем места соприкосновения шпажек с шаром. Теперь снимаем шар и в тех местах, где
были отметки шпажкой, аккуратно проделываем отверстие. Вставляем шпажку в отверстие, и теперь нужно ее хорошо закрепить. Для этого внутрь вместо нахождения шпажки заливаем шоколадную глазурь, отправляем в холодильник для застывания и таким образом поочередно закрепили оставшиеся две шпажки. Все пустоты и вмятинки далее декорируем также элементами из мастики. Торт у нас полностью стабилизировался, уже покрыт черновым слоем финишного крема, а сверху сейчас выравниваем более толстым слоем окрашенного крема-чиз на сливочном масле. Если вы готовите тортики на заказ и чтобы избежать проблем с покрытием, возникновения трещин, вытекания сиропа, внутри должна быть стабильная правильная начинка. На нашем сайте sestrykeks.com мы подготовили для вас подробные видеорецепты самых популярных начинок среди наших заказов, которые мы используем как для маленьких тортов, так и для больших многоярусных. Вы получаете не просто рецепт, а подробнейшие видеоуроки с памятками и перерасчетами рецептур на множество диаметров. И в подарок мы дарим вам 2 крема для выравнивания. Ссылка будет в описании под видео, а также она сейчас видна в правом углу экрана. Наш торт уже выровнен, крем-чиз является достаточно влажным покрытием, и при контакте с мастикой она очень быстро начинает подтаивать. Поэтому, чтобы этого избежать, все соприкасающиеся части мастики с кремом промазываем шоколадом или шоколадной глазурью. Создается изоляция мастики от крема, и таким образом фигурка таять не будет. Устанавливаем на торт корзину, внутрь на шпажке вставляем тело медведя, при этом предварительно промазав также места соприкосновения шоколадной глазурью. Лапки еще раз вместе стыка промазываем водой или водкой, чтобы образовался липкий слой, и просто приклеиваем к телу медведя. И теперь в то место, где изначально был шар, аккуратно его устанавливаем. Таким образом, чтобы шпажки вошли в торт. Далее добавляем другие элементы для декора. У нас здесь на флористической проволоке мастичные звездочки, которые покрываем золотым кондурином, разведенным в водке. На боковую поверхность торта приклеили мастичные облака, которые также изолировали от поверхности торта шоколадной глазурью. Табличка с надписью распечатана на пищевом принтере. Ранее, когда принтера у нас еще не было, мы в кондитерских магазинах заказывали надписи на сахарной или вафельной бумаге и приклеивали уже к мастичному основанию. Звездочки на боковой поверхности также дополнительно промазываем золотым кондурином. В процессе установки всей конструкции мы поняли, что использование тонких опор в тяжелом шарике не совсем надежно, и побоялись, что при транспортировке конструкция может повредиться. Поэтому решили использовать более плотные палочки. На счастье, их удалось аккуратно достать и установить таким же образом. За счет того, что использовалась уже более толстая палочка, крепление шара получилось надежным. Поэтому учитесь на наших ошибках, а если вы знаете способы, как еще можно делать вот такие мастичные конструкции, сообщите, пожалуйста, об этом в комментариях. Будем очень рады узнать ваш опыт. Перед доставкой торт обязательно охлаждаем минимум 1 час, упаковываем вот в такие коробочки и доставляем на ровной поверхности в багажнике при включенном кондиционере. А как мы считаем вес фигурки для клиента? Сам торт у нас получился 2 килограмма, поэтому клиенту мы рассчитываем только 2 килограмма торта без веса фигурки. А за лепку берем дополнительную плату за потраченное время. Процесс лепки фигурки и остального декора на данный тортик занял около 3,5 часов. Стоимость, которую мы взяли, говорить не будем, так как каждый кондитер может оценивать свое время по-разному. Кому интересно, можете заходить в наш инстаграм, где сможете найти много полезной информации для себя. А наше видео подошло к концу. Не забудьте, пожалуйста, поставить нам лайк и подписаться на наш канал, если вы еще этого не сделали. И напоминаю вам о нашем сайте, где можно приобрести отработанные стабильные начинки для ваших тортиков. С вами была студия «Кондитерская сестры». До новых встреч в новых роликах.